Почему в начале отношений иногда нам кажется, что этот партнер идеально мне подходит? У нас все так гладко идет, мы прям вот точно совместимы. Мы хотим проводить много времени вместе, нас прям тянет друг к другу. После проведенного вместе времени мы чувствуем прилив сил, как будто мы наполняемся энергией, пообщавшись. Все так хорошо, а потом проходят годы совместной жизни. Иногда даже и до этого не доходит, иногда немножко повстречались, и все становится иначе. Партнер начинает казаться уже не таким идеально подходящим. В этом видео я расскажу, в чем причина. То ли человек ошибся, то есть это ошибочно казалось, что он подходит, что он такой хороший. То ли не ошибся, так и было, так и есть, но что-то делали в отношениях не так, то есть совершали какую-то ошибку. Поговорим про это в этом видео. А сейчас подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Здесь много видео на тему отношений. Поставьте лайк и давайте разберемся в этой важной теме. На днях я уже упомянула в коротком видео, что одна из возможных причин – это когда партнер действительно притворяется, что он лучше, чем есть. Самое распространенное мы слышим это от мужчин через фразу: «Я боюсь на ней жениться, у нас сейчас так все хорошо, и мне страшно. Вдруг, когда я на ней женюсь, она изменится», потому что другие мужчины по своему опыту говорят, что пока она не жена, она хорошая, она старается. Как только женились, она превращается совершенно в другого человека. На самом деле никакого здесь сексизма, конечно же, быть не должно. Женщины могут то же самое говорить и про мужчин, да, пока он меня соблазняет, пока он хочет, чтобы я стала его девушкой, он так старается, он такой хороший. А когда получил свое, изменился. Не будем ни в коем случае распространять это тотально, это не касается всех людей, но такая манера поведения действительно присуща некоторым личностям. Далеко не всем. Если вы обобщаете и вам кажется, что все такие, то вам кажется. Не так уж много людей такие, но некоторые такими бывают. Почему так происходит, да? Коротко про это и потом перейдем ко второму большому пункту. Почему так происходит? Если человек не верит, что его могут выбрать таким, какой он есть, если человек внутри глубоко не верит, что он интересен, уже такой, какой он есть, то при первом знакомстве он будет стараться понравиться и будет пытаться казаться лучше, чем он есть на самом деле. Закладывается это все родителями в детстве, когда мама, папа говорят, что ты хороший, только когда ты сделал что-то, что я хочу, чтобы ты сделал. И действительно, некоторые люди очень ярко проявляют это именно в моменте первого этапа отношений, когда вот этот первый этап, влюбленность, мы только сошлись, нам так хорошо вместе, нам уже хорошо вместе, но я буду еще стараться казаться тебе лучше, чем есть на самом деле. И главное здесь, пожалуйста, услышьте, это не настолько сильно распространено, насколько люди думают. А вот вторая часть, второй пункт, который я сейчас назову, он на самом деле менее заметный, про него меньше говорят, но он на самом деле распространен гораздо шире. Итак, второй пункт про то, что многие люди ошибочно верят, правда верят, что вот если мы сошлись и для этого ничего не делали, во влюбленности, да, я просто увидел тебя, и ты была прекрасна, ты просто увидела меня, я был прекрасен, мы просто начали разговаривать, и все так само складывалось. У нас вот эта совместимость произошла сама собой, мы ничего для этого не делали. То как будто и все следующие этапы отношений, когда влюбленность перерастает в любовь или не перерастает, и отношения рушатся, когда рождаются дети и появляется дополнительная домашняя, физическая, бытовая нагрузка, как будто и там дальше оно должно все само собой идеально склеиваться. Это ошибка. Откуда она берется? Ну, конечно же, с модели, как строили отношения наши родители. Если вы вдруг не видели, что родители осознанно делают какие-то шаги друг навстречу другу по притирке, по налаживанию отношений, где-то уступают, где-то один партнер настаивает, что, слушай, для меня вот это важно.
Вот чтобы ты так делал или так говорил, вот тогда я чувствую себя хорошо. Второй слышит это и думает, что за хрень он говорит? Я не чувствую это важным. Для меня это вообще не имеет значения. То есть если бы тот делал по отношению ко мне вот так, мне было бы нормально. Но, собственно, поэтому я так к нему и поступаю. И вот люди, которые думают, что отношения складываются сами собой, вот здесь начнут ругаться, ссориться и, может быть, даже расстанутся. И тут именно будет этот момент. Как так? Неужели я ошиблась? Он казался мне таким идеальным, подходящим в начале. А теперь, спустя время, он как-то уже мне не подходит. А как на самом деле? Как на самом деле люди делают, которые умеют строить отношения, которые могут с партнером жить долго, гармонично. Да, люди, с которых можно брать пример в этом, которые не меняют партнера просто потому, что они ссорятся, которые умеют ссориться и мириться, которые умеют находить компромисс. Как они делают в этом месте? Они прислушиваются к партнеру, договариваются. И если они видят, что партнеру что-то очень важно, чтобы я делал как-то, хотя я могу это считать вообще хренью полнейшей, не понимаю, что за таракан в голове у него сидит. Но при этом, если я просто повернусь и пойду навстречу своему партнеру, то есть с меня не убудет, если это сделаю. У меня нет никаких сильных внутренних противоречий делать иначе, то я иду ему на уступки, делаю что-то для него, подстраиваюсь, настраиваюсь. И наши отношения склеиваются дальше от осознанного построения отношений. Естественно, я ожидаю, что и партнер будет так же делать ко мне. И, естественно, нужно, чтобы он тоже так ко мне делал. Конечно, будут точки, где невозможно подстроиться друг под друга. Самый частый интересный пример – это когда семейная пара, например, имеет возможность ездить в отпуск, отдыхать всего один раз в год. И он фанатик лыж, он обожает горы, снег, драйв, все он хочет на лыжи. А она обожает море, шезлонг, пляж, лежать, попивать коктейль, загорать и не делать никаких физических активностей. Ну, потому что лыжи – это тяжело. Это большая физическая активность. И вы представляете, у них есть возможность всего один раз в год куда-то поехать. И вот тут невозможно пойти друг другу навстречу так легко, как я описала перед этим, потому что это не просто что-то хрень какая-то непонятная, что хочет от меня партнер. Это идет в конфронтацию, в противостояние с моими важными интересами. И тогда, конечно же, они должны договариваться по-другому. Как бы вы поступили в такой ситуации? Представьте, у вас, например, если вы женщина-муж, или если вы мужчина-жена, и вот вы очень хотите один вид отдыха, а второй очень хочет другой. И есть всего одна поездка в год. Что бы вы делали? Я бы с мужем, например, договорилась, что один год мы едем куда я хочу. И ты, мой дорогой, не сопишь там, не показываешь мне лицом, как тебе тут плохо и ужасно. Ты выбираешь это и не пытаешься мне показать, что я тут тебя притащила куда-то, где тебе плохо. Неси ответственность за свой выбор, да, по-взрослому. Ты это выбрал, обрабатывай сам там свои чувства, их вообще-то не должно здесь рождаться. А я на следующий год еду с тобой туда, куда ты хочешь. Я не иду с тобой кататься на лыжах, например. Ну, если в реальности, то я, правда, сейчас не катаюсь на лыжах, потому что после того, как я ходила в гипсе с ногой, я осознала ценность возможности ходить на двоих ногах. Я 1,5 месяца была на костылях, да, однажды, и после этого я перестала кататься на лыжах. Костыли мои были не связаны с лыжами, были связаны с йогой. Я во время йоги получила перелом. Но я поняла, как важно стоять на ногах и как ценно здоровье. И теперь я просто боюсь кататься на лыжах, потому что лыжи — это достаточно травматично, у меня не очень хорошо получалось. И тогда я говорю мужу: слушай, поехали на следующий год с тобой на лыжи. Я буду сидеть в номере отеля, гулять рядом под елочками. Я, кстати, ненавижу снег. Я родилась в городе Норильске, там -40, снега просто уйма.
я прекрасно живу без снега, но я готова поехать с мужем и хорошо себя там чувствовать, да, не разделять с ним его интересы. То есть мужу не обязательно с женой лежать на шезлонге целый день и загорать, если он не хочет. Найди себе занятие другое, существуй, живи в этом, ищи способы наслаждаться по-своему, да, то есть компромисс таким образом может быть, если ваши интересы сильно конфронтируют. Но если они не конфронтируют, а вам просто непонятно, что делает партнер, то вы идете ему навстречу, и он также идет навстречу вам. И вот так живут пары, которые в гармоничных отношениях живут вместе долгие годы. И если мы возвращаемся к началу этого видео, а как же вот эта история о том, что, слушай, мы такие идеально подходящие друг к другу, мы вообще не прилагали усилий, не надо было идти навстречу друг другу, нам просто было хорошо вместе. А нельзя, чтобы всегда было так хорошо вместе? Нет, нельзя, если вы начинаете жить вместе как семья. Первый год-два у вас еще может быть эйфория, где вы интуитивно еще подстраиваетесь друг под друга. А потом всегда начинаются точки конфликта. И это, самое что интересное, нормально. Ведь не надо бояться конфликтов. Надо просто уметь в конфликтах решать задачи со своим партнером, оставаясь при этом командой. И чтобы это было возможно, нужно быть в контакте со своими чувствами. Потому что если вас в конфликтах накрывает страх потерять партнера, например, показав свою агрессию, а ее нужно показывать, верно, уметь показывать, или злость, и вы хлопаете дверью, а не надо было бы демонстрировать ему свою злость таким образом. Ее обязательно надо демонстрировать, но другим образом. Или ненависть. Вы иногда ненавидите партнера и не понимаете, думаете, может быть, если я его ненавижу, то я его уже и не люблю. А оказывается, что в одном человеке одновременно может быть и любовь, и ненависть к другому. Когда говорят, что от них один шаг, хрень это все, не так это. Они просто одновременно могут находиться в вас. Просто в какой-то момент что-то одно будет переполнять, будет выходить на передний план. И вот очень важно уметь с этим обращаться. Поэтому я приглашаю вас на свой курс по управлению чувствами и эмоциями, который веду я лично, месяц помогаю вам сама научиться совладать со всеми своими состояниями, разобраться в них, освоить систему, как прям по шагам что делать в жизни дальше, когда в вас будут случаться сильные чувства. И это поможет вам верно поступать с вашим партнером, потому что в интернете очень много советов и рекомендаций от психологов. И многие из них, правда, очень качественные и хорошие. И если бы вы их применяли, то ваши отношения, правда, круто бы улучшались. Но проблема в чем? Что вы чувствуете то, что мешает вам применить эти рекомендации. А нужно научиться продолжать чувствовать, не блокировать это, но справляться со своими чувствами верно. Поэтому, если вам интересно подробнее про курс, я оставляю внизу информацию. По ссылке можно перейти на сайт курса и там все прочитать. Пожалуйста, поставьте мне лайк, если это видео было вам полезно и интересно. Напишите комментарий, если у вас есть какие-то мысли, инсайты по этому поводу, как это происходит у вас, о чем вы думали, пока смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И до встречи в следующих видео.